Здравствуйте. Серьезные были выходные с вами у нас. Первый раз я выходил в срочные стримы. Очень много мы с вами пообщались за последние 3 дня. Сегодня я хочу вам о том, что планировал рассказать на прошлой неделе. Как мы увидели на примере Пригожина, даже супердиктаторы, тоталитарные режимы иногда дают сбой. И у них тоже есть проблемы, бывают проблемы, и у них тоже очень часто что-то может пойти не по плану. То же самое касается Зеленского, который пытается руководить Украиной в стиле Лукашенко, но пытаться это делать под лицом демократа. Вот смотрите, пример этого военкома одесского, у которого журналисты нашли виллу в Испании, хотя впервые ее нашли, по-моему, месяцев 5-6 назад. Пресса погудела, никого это не интересовало. Сейчас уже Ткач сделал расследование, конечно, центральные СМИ, много просмотров. Вылезает Арахамия, которого уже все забыли, который решил, кстати говоря, грамотно затихариться, чтобы не попадать под негатив, ему там кое-кто сказал. Значит, выныривает Арахамия, все, военкома, нужно, сейчас будем всех военкомов проверять, массовая проверка. Зеленский заявляет, поручаю Залужному военкома уволить. Но ведь сам военком по себе не является проблемой. У этой проблемы есть причины. А такой военком и таких военкомов много в Украине, это все просто следствие. Самое главное, что хочу вам донести. Мы видим опять ручное управление. Кто-то там что-то не так сделал. Резонанс в прессе поднялся. Уволить, наказать, посадить. Системой никто не занимается. Идеологией, концепцией никто не занимается. И никто не занимался, потому что когда Зеленский приходил к власти, никакой идеологии и концепции у него не было. Сейчас мы просто во время войны и до войны, но сейчас особенно пожинаем просто плоды управления такого. Дальше новость пришла, НАБУ, САП задержали Головко, есть такой свободовец, высокопоставленный чиновник в Тернопольской области, глава облрады. Задержан в связи с коррупцией. А давайте я вам покажу этого клоуна видео, как он распинался. Одно время он был завсегдаем просто всех центральных ток-шоу в нашей стране. Звісно, що Захід дивиться на нас, як, перепрошую, на аборигенів, як на тих країн третього світу, які реально не дотримують слова. Какой грозный борец с коррупцией, свобода, националистическая партия. Уж Головко точно никакой примеси в крови не имеет, за что так переживают националисты. И у меня постоянно в комментариях что-то евреи разворовали Украину. Вот он, посмотрите, в вышиванках, настоящий свой человек, не прикопаешься. Рассказывал нам, что государство не такое, тот плохой, тот. Конечно, систему он никогда не обсуждал, он только фамилии обсуждал. Дорвался к власти. Все сразу коррупция, хапуга, самый обычный хапуга. Ну и что будем с этим делать? Будем дальше фамилии менять? Или дальше будем искать, кто какого этнического происхождения? Или может займемся наконец-то, включим мозги и поговорим об изменениях в системе, которые нужно произвести, а не просто потасовать фамилии. Знаете, что самое печальное? Что такие персонажи, как Головко, или до этого более крупные рыбы типа Резникова, вообще не вызывают никакой агрессии. Как-то общество так спокойно глотает. Ну там какая-то часть общества более политически активная повозмущается, остальные, война, давайте после войны. Да после войны надо, чтобы еще осталось то, над чем работать. Потому что с такими темпами может просто-напросто уже ничего не остаться. Как ни день, так скандал. Как ни день, так скандал. Но есть у нас особые существа, будем так говорить. Есть такой Ростислав Шурма, это ставленник Ермака. И вот он в Лондоне заявляет следующую глупость, что Украина будет первой страной в мире, которая откажется полностью от наличных денег. И это позволит победить 95% коррупции. На ум приходит только одно, хочется сказать про него. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Это, вы представляете, человек то ли дурака валяет, то ли вообще просто невменяемый и совершенно полностью идиотом является. Вместо того, чтобы прийти и сказать, что смотрите, в Украине есть огромный теневой рынок в плане зарплат. Почему зарплаты не платят? Потому что 44% налогов не в состоянии никто платить. И просто технически неправильно, что все эти деньги по факту и по сути платит работодатель. Платить такие налоги невозможно. Сделайте их 10%, как предлагаю я и многие другие, и чтобы платил сам сотрудник. И вся проблема снимается, весь рынок выходит из тени, и всем это выгодно. Почему? Потому что когда человек будет платить за себя 10%, работодатель, не платя ничего, будет с удовольствием. Вообще вопрос не будет стоять о том, что как-то там скрывать в конверте. Зачем? Это выгодно и престижно. Он заплатил,
В чем выгода человеку так работать? Вы уже кредитуемый, у вас уже есть история, у вас уже есть белый официальный доход. Абсолютно стопроцентная ситуация, которая всех устраивает, особенно тех, кто сейчас не может платить. А теперь это все выйдет просто-напросто из тени. Все. Те, кто платил, там это только очень крупный бизнес, самый крупный платил эти 44% легально, те тоже вздохнут спокойно. Поверьте, налоговое поступление не уменьшится. Нет, такое никто не рассматривает. А вот давайте без налички всех оставим. Если вы оставите всех без налички, то экономики Украины просто не станет. Потому что настоящий реальный сектор существует только благодаря системе единого налога и только благодаря наличке. И вот приходит Ростислав Шурма, по сути молодой парень, и вместо того, чтобы предложить какие-то инновационные, по-настоящему нормальные идеи, он считает, что инновация это лишить всех налички. Во-первых, никогда никто даже не попытается это сделать, во-вторых, это попросту невозможно. Потому что сами эти умники, которые это предлагают, пользуются всеми теми моментами и с единым налогом, и с наличкой. Но приходит человек и на полном серьезе такое заявляет. Одни разъезжают в Швейцарию, тоже в Лондон, и рассказывают, вот нам уже посчитали, слышите, посчитали убытки от войны. Нужно, один говорит $1 триллион, второй говорит $100 миллиардов. Уже суммы разнятся так, слушайте, а война уже закончилась. Мы уже знаем окончательный ущерб. Ну так месяц назад еще Новокаховская ГЭС была целой. Ее взорвали и на миллиарды долларов дальше убытка. И, кстати, никто еще не может посчитать настоящие последствия. Сейчас разговоры вокруг ЗАЭС ходят, Запорожской атомной станции. Вы уже можете посчитать, не дай бог, если что-то случится? Нет, надо потрепаться языком и главное создать этот эффект бурной деятельности. Поразъезжать, поговорить такие глупости. И толпа довольна, и вы знаете, многие военные тоже довольны. Вот я этого просто не понимаю. То есть как-то у многих это обозленность на гражданского человека, который не на фронте. Не там врага, не там ищут врага. Фактически тот, кто разворовывает все, чего сейчас не хватает военным, а всем военным сейчас не хватает дронов, боеприпасов, бронежилетов, но особенно дронов. Все проблемы остались прежними. Кто их этого лишил? Чиновник. Нет, этих людей натравливают уже на гражданских. Те за лободой бегают. Ну, это еще вообще отдельная история. То есть посмотрите, что все превращается. Все превращается просто-напросто в самый обычный бедлам. И самое важное, эту тему я буду поднимать в следующих видео. Я как-то упускал из виду, а сейчас я четко понимаю. Я увидел фотографии некоторых людей, которые я очень хорошо знаю, чем занимались до войны. Они уже в форме ЗСУ. Я понимаю все-таки, что эта форма ЗСУ и участие в войне, не знаю, настоящая ли для фотокамер, будет просто-напросто индульгенцией для многих негодяев. И этим будут оправдывать они все то, что они делали и хотят делать. И самое страшное в этом, что пацан, который пришел в военкомат или который получил повестку, туда явился, потом поехал на фронт, он воюет за совершенно одно. Или тот человек, который просто сам пришел по зову сердца. Они воюют за одну Украину, за Родину. А определенный класс этих людей, они ее юзают, эту Украину, и они воюют за свой прежний, или якобы воюют, ну точно финансово помогают, они свой кусок пирога отстаивают, не больше того. Их сама Украина по факту не интересует. Их интересует территория, на которой они родились, и которую они юзают, и вот так вот выжимают как тряпку в плане финансовом. Все, больше ничего. Это тоже большой вопрос, который никто не поднимает. А медийщики, которые работают на офис президента, продолжают вбрасывать все, чтобы народ только между собой поссорить. Клеймо на клейме. Уже, я не знаю, скоро по цвету волос будут людей разделять. Такие вот дела. Но мораль этого видео была в том, что даже самые крутые диктаторы и самые тоталитарные системы тоже в один момент могут дать сбой. И иногда на мелочи это может быть, иногда не на мелочи, иногда просто теплая ванная, как ее создавали Путин. Вот ему создавали теплую ванную, что в Украине ждут его с хлебом, солью, с цветами будут встречать. Получили по зубам. Внутри России вообще, наверное, никто не мог себе представить такое же великое ФСБ. А Пригожин взял и почти чуть ли не захватил, вернее, Москву. И сейчас все увидели, что 20 тысяч хорошо вооруженных, опытных воинов могут запросто взять Кремль. Просто до этого не дошло, к сожалению, дело. Видели на стримах, как я расстроился. Ну такие вот дела. Поэтому, когда Зеленский с Ермаком думают, что они тоже самые крутые, всем заткнут рот, я, конечно, не говорю, что должно в Украине такое произойти, не дай бог, то, что устроил там Пригожин Вагнер. Я в целом говорю по настроению общества. Они считают, что нужно всем закрыть рот. И Зеленскому создали такую же теплую ванную, как Путину. Это никогда ни к чему хорошему не приведет. И уже история всех это показывает. Все, кто в теплой ванной оказались,
Потом очень быстро оказались в холодной ванной. Некоторые еще и не в ванной, как Янукович, например. Вот вам и все. Но этот человек упорно не хочет слышать. Он делегировал все Ермаку, без нашего с вами согласия. Тот делегирует все по разным, так сказать, направлениям. Подоляк заправляет информационной политикой, максимально бездарно, позорно. А Шурма рассказывает про экономику, что все в Украине не будет наличных денег. Такие вот дела. Поэтому я даже не представляю, как сейчас мотивировать людей возвращаться в Украину после войны или тем более во время войны. И как вообще оставить легальные законы тех, кто сейчас на низком старте, а оказалось это миллионы людей, только сидят, ждут, откройте границы, мы моментально уедем. Об этом вообще никто не хочет говорить и никто не хочет думать. Все вечерние видеообращения президента продолжают быть ни о чем, или то, что мы с вами 355 раз в день читаем в телеграм-каналах или на разных сайтах. По существу, по идеологии, как жить, никто не рассказывает. Вот в этом печаль. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик. Лайки — это очень важно. Друзья, поставьте, пожалуйста. И до новых встреч!